Здравствуйте! Сегодня хотел вам рассказать о сливном механизме от французской компании Siamp Monaco. Механизм называется, Optima 49. Механизм с двойной кнопкой с эконом-сливом. Упакован в таком вот целлофановом пакете. Раньше, где-то году 2005 они шли в картонных коробках, но потом что-то стали экономить, и они вот в такой вот жидкой упаковке. В комплекте слив, резинка с такой как микропористого материала между бачком и унитазом, какая-то примитивная инструкция такая. На украинском языке. И, собственно, кнопка. Болтов почему-то в комплекте не поклали. Вот такая вот кнопочка. Ничего здесь не брендировано. Ничего, нет никаких надписей. Хромированная, а внутри здесь такой типа сатина цвет, на котором обычно не остаются отпечатки пальцев. Так вот, собственно, сама стройка. Эта модель очень популярна и очень часто идет в стандартной комплектации многих унитазов. В частности, этот бренд используется в поставках Кола. Некоторые модели в Видиме были, в Идеал стандарте, в Церсоните в старом были. Ну, в общем, довольно стойко популярна. Корзина, если у вас была вот какая-то стойка этого производителя, корзина у них одинаковая. Можно ремонтировать, не снимая бачок. Вот, допустим, эта же марка. Слив на одну кнопку. Корзина одинаковая. Абсолютно. Резинки разные, но диаметр их все равно такой же, поэтому можно все это ремонтировать, менять без разбора бачка. Ставим на место. Вот такая манжета. С таким наплывом посередке. Манжета симметричная. Можно через какое-то время перевернуть другой стороной. Вот эти потальки. Ставим на место. Что важно при установке? Важно отрегулировать высоту относительно бачка. Вот здесь вот вытягиваем из зацепления. Такая защелочка небольшая. Теперь две таких кнопочки. Нажали. И стойка должна сейчас подняться. Ну так, поднимается, скажем так. Не идеально, конечно. Так, вот поехала. Вытянуть ее максимально. Пластик такой немного в обои, поэтому идет так не сильно хорошо, но идет. Все-таки это делается один раз, поэтому ничего страшного. Вот я не на максимум, но поднял довольно высоко. Так, вот, поставила. Теперь опять вводим зацепление. Тут важно ввести зацепление чуть-чуть выше. Если мы сделаем чуть ниже, оно может подорвать резиночку и будет зазор и будет капать. Поэтому вот делаем чуть-чуть выше. Так, теперь здесь свободно. Кнопка просто прикручивается. Так, все, нажимаем, все работает. Если бачок очень маленький, то снизив высоту, перелив можно подрезать. Здесь вот такие есть грани. Эти места можно срезать. Поэтому, ну, перелив там один раз только регулируется, получается, подрезкой. Или остается стандартный, или подрезается. Такие еще есть моменты. Здесь можно подрегулировать также малый и большой слив. Пропорцию. Ну, обычно там 3-6 литров, но можно эту пропорцию выставить. Вот одна регулировка. Там внутри встроенный поплавочек. Тут есть такие циферки. Вот эта регулировка настраивает малый слив. Я не помню,
в какую сторону крутить, чтобы было больше. Ну, точно это малый слив. И вот еще одна регулировка. А это регулирует большой слив, пропорцию воды. Внутри открывается доступ к поплавочку такому. Мы сейчас его приподнимем, ну как будто бы вода его приподняла при сливе. Получается, поплавок держать будет эту стойку с резиновой манжетой. Убираем палец, получается падает слив. Здесь то же самое. При нажатии, вот, как будто бы вода держит мембранку, вода сошла, упала. Также этот механизм можно установить на старый бачок с малым диаметром, там, в районе 20 в крышке. Есть стандарт 40 мм и есть маленький вот такой вот. Но кольца декоративного в комплект не кладут. Старые модели, которые шли в коробках, вот они были с кольцом. Но вот сейчас вот идет вот так вот. Ну, собственно, все. Напомню, Siamp это французский бренд. Ну, не знаю, где они производятся. К нам им везут, вроде говорят, с Турции. Кто-то мне тоже рассказывал, по-моему, какой-то представитель у нас есть в Украине, что бренд французский, но там какие-то детали везут с Франции, и какая-то конечная сборка происходит в Турции. В общем, как-то вот так вот. Так что подписывайтесь, пишите, звоните. Интернет-магазин Hello My House, Комьева.